Итак, продолжаем наше путешествие по Польше. Сегодня я покажу и расскажу вам о самом древнем городе Польши – Калише. Сегодня мы приехали в очередной город. Куда бы ты нас привез, Максим? Город Калиш. Привез. Калиш. Не Калич, а Калиш. Город Калиш основан в 850 году. Считается одним из старых городов Польши. А название города происходит от слова болото или грязь. О, уточки полетели, смотри. Город Калиш расположен в Великопольском воеводстве. Во Первую мировую войну этот город был сильно разрушен, одних из самых разрушенных по всей Европе. В августе 1914 года было уничтожено 95 всех зданий и погибло 70 тысяч человек, осталось только 5 тысяч. А сейчас мы идем на рыночную площадь города Калиш. Рыночная площадь размером 100 на 120 метров. В центре площади находится ратуша, которая до сих пор является городской администрацией. Ратуша в связи с разрушениями перестраивалась трижды. Последний раз в 1924 году. Год спустя на башне ратуши установили часы, которые до сих пор работают. Также на башне есть смотровая площадка, с которой можно любоваться прекрасной панорамой города. Многоквартирные дома на рыночной площади также относятся к периоду между двумя мировыми войнами. Название города Калиш происходит от слова «кал», означающего болото, грязь. Это город в центрально-западной Польше, Великопольского воеводства, расположенный вдоль реки Просна. Важным памятником города является готический собор Святого Николая. Собор Святого Николая. Самым ценным экспонатом костела была картина Рубенса «Снятие с креста». Полотно было повреждено или украдено в 1973 году. Это большая потеря, поскольку оно принадлежало к одному из 3 самых ценных шедевров живописи в Польше. Алтарь в соборе сохранил готические черты вместе со звездным сводом. Боковые стены выполнены в стиле поздней готики и Ренессанса. Внутри также находится картина с необыкновенной панорамой бывшего Калиша. Сокровище храма – купель XIII века. Храм открыт весь день, с утра и до вечерней мессы. Вход свободный. Рядом с собором Святого Николая находится колокол Святого Николая, построенный в 1912 году. К сожалению, поврежден, но до сих пор хранит в себе историю прошлых колоколов. Базилика Успения Пресвятой Богородицы находится в центре города, на площади Святого Иосифа. Построенная еще в 1353 году. Была перестроена после 1709 года в стиле позднего барокко с готическим алтарем. Внесен в реестр памятников в 1965 году. Самая ценная часть собора – сокровищница. Санктуариум Святого Иосифа. В ней находится готическая чаша 1363 года, подаренная королем Казимиром Великим. Костел святого Станислава и Войцеха построен в 1592-1597 годах. Первоначально он был частью иезуитского колледжа в городе. В
церкви также есть подземная часовня, которая сейчас оборудована и является главным местом паломничества. Здесь находится образ Святой Семьи, перед которым в июне 1997 года молился Папа Римский Иоанн Павел II. Каждый год храм посещают более 200 тысяч паломников со всей Польши. Калиш – один из старейших городов в Польше. В период Римской империи город интенсивно заселялся, так как находился на Янтарном пути, соединяющего Римскую империю с побережьем Балтийского моря. Под названием Калиция он упоминается Птолемеем в его географии в 1042 году нашей эры. В самом начале Первой мировой войны, в августе 1914 года, немецкие войска без боя вошли в Калиш и по неизвестным причинам обстреляли, разбомбили, а затем подожгли беззащитный город. 95% города остались в руинах. Остались только костелы. Историки считают, что Калиш был самым разрушенным городом в Европе во время Первой мировой войны. После окончания войны город был перестроен, сохранив средневековый облик. Рядом с ратушей совсем недавно появилось большое белое яйцо с надписью «Стало слишком большим? Почему?». Это часть социальной кампании, чтобы привлечь внимание к необходимости предотвращения рака простаты и яичек. Каждый желающий может отсканировать QR-код и узнать о правилах самодиагностики яичек и процедурах при обнаружении новообразований. Францисканский костел и монастырь заложен в 1257 года. От первоначальной постройки сохранились алтарь XIII века и нефы. Примыкающий к церкви монастырь был построен в конце XVII века, на месте более старого. Тут можно увидеть фрагмент бывшей готической городской стены. Костел можно посетить в часы Святой Мессы, ну а монастырь закрыт для посещения. Калиш был многонациональным городом, но в период Второй мировой войны польское и еврейское население, проживающее в городе, подверглось преследованиям и притеснениям. В результате немецкой оккупации население города сократилось с 80 тысяч до 20 тысяч. Река Просна. Театр считается одним из красивейших в Польше, благодаря расположению над рекой Просна. Первое здание театра было построено в 1835 году. Нынешнее третье на этом месте в 1936 году. Первые театральные представления в Калише были организованы иезуитами в XVI веке, а в начале XIX века в городе выступал покровитель современной сцены Войцех Богуславский.
А также Калиш – это единственное место в Европе, где можно научиться строить фортепиано на профессиональном уровне. В мире всего 3 таких школы. Калишский городской парк. Самый старый парк в Польше. Заложен еще в 1798 году. Изначально был общедоступен для всех жителей. В парке было множество скульптур и архитектуры, но до наших времен осталась только статуя богини Флоры. Парк выполнен в английском стиле и расположен за коллегиальным собором в устье реки Просна. Расположение городского парка очень привлекательно, так как высокая влажность благоприятна для растительности, а река дополнительно разнообразила ландшафт. На протяжении веков парк многократно увеличивался и благоустроивался. Но старая планировка сохранилась достаточно хорошо. Кроме того, здесь много деревьев, признанных памятниками природы. Очень трудно найти парки красивые даже в конце ноября, когда уже нет зелени, а погода пасмурная и холодная. Но этот городской парк нас удивил. Еще один совет. Рядом с Калишем находится очень красивый замок в Неборове с чудесным парком. Обязательно рекомендую посетить. У меня в инстаграме есть видео о IGTV об этом замке. Можете посмотреть. Наше путешествие в Калиш закончилось. Сегодня мы Если вам понравилось, ждем лайков и комментариев. Максим, как ты нашел это место? Почему именно Калиш? Ближайший крупный город по автостраде. Ближайший крупный город это Это самый старый город. Мы обязательно должны были его посетить. Да. Вот и закончилось наше путешествие в город Калиш. Холодно. Магазины и рестораны все закрыты. Но все равно путешествие получилось хорошим и интересным. Да, Максим? Да. Что тебе понравилось? Старый город, похожий на Прагу. А Настя говорила, одна улочка на Львов похожа, да, Настя? Мне самый больше понравился парк. Парк с китайской беседкой. А Андрею что понравилось? Архитектура. А именно что, костелы? Да. Настя, еще раз приедем сюда? Конечно. Ну все, спасибо. Пока.